Всем привет! Я купил MacBook Air на M1. Это мои первые впечатления после дня использования, где-то так, или 2 дня, вот примерно. Я купил его случайно, совершенно. Я его хотел приобрести уже как 3 недели. То есть как он вышел, я так за ним и гоняюсь. Я заказал в 4 интернет-магазинах. Звонил даже в интернет-магазины, где нет этих позиций, чтобы ребята, может, мне достанете. А потом нашелся один добрый человечек, и по объявлению на СС, СС это как бы латышская Авито, типа того, он продавал за 1250 MacBook Air на M1, 512 SSD и 8 ядер GPU. Вот этот. Он Space Gray. Я хотел серый, потому что серый менее маркий и более такой как бы износостойкий. Но как бы куда деваться? Учитывая, что он продавал уже и так на 200 евро дешевле, чем в магазине продаются эти макбуки, то есть у нас они стоят 1409 евро, я его взял спокойненько, так, аккуратненько, за 1250. И вот вам прямой ответ, почему я его не распаковываю для вас. Потому что я решил, что как бы покупаю серьезное устройство, я очень хотел его распаковать дома. Но, ребят, извините, рисковать уже не хотелось. Если бы я распаковывал дома и увидел там кирпич, это видео было бы, конечно, очень интересно, но мне как-то не очень нравится такой контент. Вот, поэтому я проверил, посмотрел, все правильно, вин-коды эти всякие сравнил, серийные номера и так далее. Все правильно, все хорошо. Но парень сказал, что он из Германии. В Германии есть такие штекеры? Я не знаю. Мне кажется, нет. Почему здесь ненормальный штекер? Вот такой вот вопросик. В целом в комплекте идет сам ноутбук. Традиционная это бумажка. Кабель Type-C на Type-C, который, кстати, не подходит к монитору. Если вы хотите подключить монитор к MacBook, я с такой проблемой столкнулся первый раз, мне было очень страшно. Я прям взял его, сразу начал подключать. И этот кабель не пошел, поэтому я взял кабель от монитора. Type-C на Type-C там тоже у меня идет. И все заработало. Все работает, все отлично. Я смотрел в обзорах, парни говорили, что Type-C на Type-C вообще не работает, там все плохо, это Thunderbolt 4 что-то там не поддерживает. Это, по-моему, Дроидера был обзор, как раз таки один из первых на русском ютубе. И он там подключал его через Type-C, и все было очень плохо. Но мне кажется, что дело в том, что он подключал Type-C на HDMI, а не Type-C на Type-C. Но я не знаю. В общем, у меня все хорошо, картинка идет. Это, кстати, картинка не с него, если что. Я потом покажу, как на нем работает сам, как он сам работает с монитором, что все хорошо. Это картинка с моего компьютера, с которым будут потом сравнения как раз таки. Здесь компьютер i5-6600K и 1050 Ti. И спойлер, этот миник его уделывает. Уделывает по всем фронтам. Это просто страшно. Это нечто. Здесь нет вентиляторов. Здесь нет ровным счетом ничего. Ладно, есть все, но в то же время ничего того, что мы привыкли. В общем, это удивительное устройство, про которое хочется рассказывать бесконечно. Вроде бы парень, который перекупает из Германии, меня не обманул. Все правильно. То есть здесь 8 GPU, 512 SSD, все проверено, все вроде работает. Русский язык есть. Гарантия, правда, странная, но это потом узнаем, если что-то отвалится. Пока вроде все в порядке. Насчет его размеров, у меня есть старый. Старый. Да ты старый. У меня есть старый Air 2015 года, по-моему. Вот, видно, что он значительно больше. Если мы его откроем, как бы... Ну, он, кстати, массивнее. То есть вот эта сама крышка на старом открывается легче, чем здесь, потому что здесь открываем и, видите, она вот так вот скользит. Это такой минус, который есть конкретно. Не знаю, потому что он легкий или потому что тонкий. В общем, да, здесь как бы нагруженный Air, который пользовался долгое время. И, наверное, он особых результатов не покажет. Что говорили Apple про выход из спящего режима, это вообще отдельная песня. Я как увидел, я удивился, честно говоря. Вот, например, на этом делаем режим сна, бам, выключился. Я нажимаю, вот, все, это режим сна, это нечто.
Ну, как бы разрешение, понятное дело. Здесь режим сна, это бам. Я нажимаю. Вот так вот. Говоря о софтверной части, а не только про то, что он такой весь из себя классный, красивый, бывают лаги. Ну, не лаги, а именно ошибки конкретные, то есть критические. Что-то не откроется, что-то отвалится. И мы все это понимаем, потому что это все-таки запуск приложений, которые не оптимизированы под этот процессор. И все эти исправления можно ждать в ближайший год-два. Насчет разработчиков, которые хотят на нем что-то писать, используя, например, Android Studio, там эмуляторы или тот же Docker, наверное, пока что не стоит брать. Хотя я сам с этим работаю, но я не удержался. Но если у вас есть сила воли, то стоит подождать. И когда их станет много, и когда их станет проще достать, и тогда уже без проблем возьмете себе и будете кайфовать. Пока докеру больно. Какими-то костылями можно запустить, но это все через боль и страдания. Об анимациях и так далее, красоте и хватает для 8 гигабайт оперативы, пока сказать не могу. 8 гигов мне в целом достаточно. Но если я открою системный монитор, мы знаем, что у меня постоянно используется своп. В самой нагруженной ситуации, когда у меня было открыто очень много программ различных и запущена еще рядом игра, то есть это Warcraft, у меня использовался своп на около 4,5 гигабайт и еще около 7 физической памяти, то есть 11,5 гигабайт. Затормаживает ли своп вообще? И что такое своп? Так, кто не знает, что такое своп и вообще, почему это может спасти всю ситуацию в случае с этим MacBook'ом? Очень важный момент, и мне казалось, что все знают. Своп — это использование SSD в качестве оперативной памяти. Примерно, условно, вот так вот, где-то так. macOS с этим работает очень хорошо на самом деле. Если мы сравним с Windows и Linux, там ситуация сложнее, потому что очень много различных компонентов, которые система, например, не умеет использовать. Или не знает, как использовать, не знает, как оптимизировать. Различных процессов, которые не контролируются и так далее. Здесь с этим все проще, здесь сразу все заточено вот конкретно под это железо, и все работает вполне сносно. То есть каких-то проблем с оперативкой лично я не наблюдал. О том, хватает ли 13,3 дюйма, в целом, вот да, этого вполне достаточно, ну и тем более на таком разрешении. И так как я все-таки любитель всяких разрешений, я вообще могу запустить такую утилиту, называется дисплей меню. Бам, и ставим разрешение на нативное 100%. И получается как бы очень много места. Очень много места. Получается полноценный 2К монитор, даже чуть больше, ровно 2К. То есть там получается 2560 на 1600. И при этом еще ничего не видно. Есть такой момент. Но если вы прям заядлый любитель окон и всего подобного, может, как-то на этом вот так вот сможете работать. Я такого как-то не понимаю пока что. В минимальной масштабированной системе у нас стоит вообще вот такое. То есть конкретно разрастается. По умолчанию вообще вот это. Вот такая вот разница. Также через утилиту я посмотрел нагрузку. Насколько процессор греется во время игры, например. И насколько он греется во время того, как стоит. Кстати, прямо при вас, вот у меня там пара программ уже запущена, я запущу iStatistica называется. И здесь у меня будет видно, что сейчас процессор греется в районе 28 градусов. То есть его температура сейчас 30-28. Он стоял холодный, поэтому, наверное, если подольше использовать, то он нагреется до 40. В самом плохом сценарии, это если вы играете, конечно, тогда видюха начинает греться очень сильно. То есть там достигает температуры 90 градусов. В целом нормально. Как я почитал на форумах, на Intel процессорах вот этих старых Air, они грелись там больше сотки, то есть вообще стабильно. Поэтому я не думаю, что это большая проблема. Насчет моих результатов Geekbench, да, не 7500, там что-то 23. То есть это большой результат. На видюху около 20 тысяч. Я все равно сделаю более подробный обзор на эту машину. Говоря о программах, которые поддерживаются и не поддерживаются. DaVinci я скачал, как бы вот она. Возможно, буду на ней именно вот здесь вот пилить этот видос. Safari. Safari это просто какой-то... Я не знаю, как это объяснить, что они с ним сделали. Это страшно быстрый браузер. Вот я на этом своем
В десктопе сейчас открою, давайте в Chrome даже. В Chrome сейчас открою ForPDA. Да, мы все знаем, что такое ForPDA, да? ForPDA. И одновременно нажимаю. Вот видите, да, как будет загружаться. Один тот же Wi-Fi, одна и та же сеть. Здесь тоже Wi-Fi 6, по-моему, стоит, все дела. Пам. Ну, то есть, видно разницу, да? Зайдем, например, на 3D News. 3D News. И Enter. Пам. То есть, вот это мой стационар, да, конкретно стационарный на Chrome. А это вот этот малыш, который выполняет вообще какой-то вынос вообще всего. Динамики здесь очень хорошие. То есть баса особо там не будет, конечно. Но по частоте звука они огонь. Прям чувствуется объем, все дела, сидишь как наушник. Все супер. Насчет того, где греется. Здесь всегда холодно. Как бы вы там его не грузили, будет холодно. Снизу греется, да, он греется снизу. Вот конкретно вот в этой части, вот сзади, он может нагреться. И здесь чуть-чуть. Если конкретно играете прям очень серьезно и очень долго, я думаю, коленочки можно, так сказать, немного подпалить. Но в целом не критично. Сколько он держится на одном заряде батареи? То есть сегодня, вот история использования. То есть я сегодня им пользовался с 8:40 и до 7 вечера без зарядки. 8:40 утра имеется в виду, да? И, ну, зарядка была один раз, я там подключил монитор, в мониторе у меня сразу идет питание, кстати. И я так просто попробовал, но все остальное время сидел вот именно в переносном варианте. Периодически там что-то потыкивая, конечно. Активная работа началась вот после работы, там, вот так вот. Ну, то есть я его использовал, да, прям использовал, пытался ставить различные программы, грузить, запускал игры, там, тесты всякие, вот все, что вы видите, я сегодня вот это все поставил и сделал. Так что использование было вполне себе активное. И его хватило, получается, на, в общем, около 11 часов. Apple говорили больше, но, как мы знаем, как бы, если что-то грузить конкретно, то все будет очень плохо. Но это все еще хороший результат, как я считаю. Не знаю, как у других ноутбуков, у меня их не было. Смотреть видосики, там листать ленту ВК, пожалуйста. Но играть в игрушки он будет, наверное, до часов 6 садиться. Я еще не тестировал, потом проведу обязательно тесты. Насчет стабильности работы в играх вопросы все еще актуальны. Все зависит от разработчиков. Например, Warcraft уже отлично оптимизирован, работает без проблем. Я ставил War Thunder, и он заходит в менюшку, там все хорошо, как бы бам-бам-бам, запускаешь бой, вылетаем, все, виснет. Приходится выходить и завершать принудительно. Вот такие вот дела. В целом, по свайпам, вот этим анимашкам, это просто что-то бомбическое. То есть, вот это все происходит замечательно. Вообще, если вы рядовой пользователь, не вижу никакого смысла брать 16-гигабайтную версию, честно говоря. Потому что со свапом он работает замечательно. Так что вообще можете не волноваться. Какие-то там доли секунд может что-то там повлияет. Можете посмотреть обзоры, кстати, на зарубежных сайтах. Ой, на зарубежных каналах уже делали сравнение 16-гигабайтной и 8-гигабайтной версии. В повседневных задачах отрыв незначительный. То есть, условно, там 0,01 секунда перед тем, как откроется программа. Ну, исключительно потому, что SSD медленнее, чем оперативная память. Сейчас я подключу его, кстати, к 4К монитору, чтобы вы поняли, как это все происходит. Он не сразу распознал, когда втыкаешь. Так вот, то есть там, получается, надо или заходить в спящий режим и заново открывать, или выключать и включать монитор. Но это в целом проблема софтверная, так что, ну, я надеюсь, что софтверная. Это, наверное, все-таки решат. Вот. Так, мышка у меня сейчас не подключена. Кстати, да, здесь у меня также в мониторе стоит USB хаб, то есть я подключаю Type-C. У меня идет выход на 6 USB, который в целом работает. Вообще работает, по-моему, хорошо. Я сейчас попробую воткнуть, кстати, мышку и клавиатуру, чтобы убедиться, что этот хаб работает. Ну все, как бы вот мышка у меня есть, и я могу печатать это все через монитор. У меня подключен, значит, хаб, 6 USB портов, Type-C заряжает ноутбук, и при этом еще как бы дает вот возможность подключать различные устройства, телефон и так далее. Как же вывозит этот MacBook 4К?
чтобы это проверить, я запущу сейчас Warcraft. Полностью загружен со всеми текстурами. Все как нужно. Все сейчас увидите. Сейчас я поставлю 4К. Полный 4К на максимальных настройках. Вот у меня получается 4К, как это дело выглядит. Ну тут уже как бы побольнее. Но учитывайте, это 4К и это видеокарта в процессоре, где процессор и видеокарта вместе едят 10 Вт. Таня, у меня, блин, здесь видюха в этом компе 75. 10 Вт. Или сколько? Вообще там 90. Короче, очень много у меня видюх хавает. Здесь 10 Вт. Это же просто умопомрачительно. Еще не нагрелся, кстати. Вот у меня 4К. Это все идет с MacBook. На каких настройках у меня... Ну, здесь кадров, как бы, вот, можете сами посмотреть. Мне кажется, это около 20. То есть вот это, значит, нативное разрешение. Здесь все... Ничего не апскейлится. Все как бы вот как оно есть, так и есть. Поставим-ка поменьше. Например, на 7. Семерочку. И здесь уже как бы вот хорошенько бегаем. Так, бегаем. Ну, это где-то в кадрах 45, наверное, я думаю. 45 на 7. Шестерочка. Может, там около 50. Ну, как бы вот. Тоже в районе того, чуть больше, наверное, 55, может. Ну, сейчас 60, я сразу пойму, не больше 60. Наверное, вот на средних. Качество отличное, высокое. Ну, вот это высокое, там все понятно. Ну вот, все. 60 кадров, как бы бегаем на 4К. Вот. С мышкой как бы проблем тоже нет, инпут хороший. Играть можно. Других игр я пока не качал. Как только скачаю, обязательно вам покажу. Монтаж видео тоже будет в следующем ролике, как это все происходит на нем. Вообще я планирую очень много тестов по этому устройству. Это такой вступительный вариант. Могу показать вам, конечно, звук. Да, кстати, и на Mac'ах, если вы подключены через провод к динамикам монитора, звук менять нельзя в системе. Я не знаю почему, я что-то об этом читал, типа какая-то политика там не позволяет. В общем, звук менять можно на внешних устройствах, по-моему, через вот этот джек, да, как раз 3,5 мм, и через Bluetooth. Если вы подключены через HDMI или какой-то там, то, что идет конкретно монитора, так не получится сделать. Поэтому делаем выход на динамике MacBook Air, ставлю максимальную громкость. Нормально звучит. Очень хороший звук. Тест микрофона. Да, давайте я даже запишу сейчас тест микрофона. Вы услышите, как я буду говорить. Здесь я говорю через микрофон MacBook Air M1. Куда там отменять, что отменять? Вроде все слышно. Надеюсь, будет слышно. Сейчас затестим. Кстати, вот можете посмотреть, что на 4К анимашки начинают немного помирать. Но это если игра запущена. Прям она жрет очень много. Сейчас я покажу, кстати, по температуре, сколько у меня сейчас температура. 84 градуса, где-то 90, ну под 90, короче. Там различные ядра, это как бы уже не так важно. Ну да, 90 около того. Процессор используется на 24% сейчас во время игры. То есть я могу еще раз вам показать. Вот я прям выхожу во время игры. Выхожу сюда. Смотрю, процессор используется на 20%. Вполне себе сносно. Вполне себе хорошо. Зайдем в системный монитор и посмотрим, сколько у меня памяти есть. Память используется на 707 гигабайт, 170 мегабайт это физическая, и гигабайт 90 это и гигабайт 900 получается. Да, гигабайт 900 это своп. То есть вот так вот. То есть он уже на пределе, он всегда, если его чуть-чуть хотя бы нагрузить, ну не чуть-чуть, но там конкретно, ну я покажу, сколько у меня сейчас получается здесь. Вклад. В анимации видно, что ну вот так. Я не буду врать, ну вот конкретно, если запущена игра, то ему прям анимашки тяжко даются. Но при этом, как только я выйду из игры и моя видюха перестанет грузиться как резаная, все стоит на свои места и как бы вот уже идеально, прекрасно работает. Насчет этих анимашек, я думаю, может Apple еще что-то придумает, как это все исправить, но вот сейчас такой момент есть, что если грузить видюху, то сама вот эта штука как-то, ну,
уже не так бодренько все не так бодренько. Но это все равно лучше, чем любой другой вот такой мини-компьютер от Apple за последние, не знаю, очень много лет. В плане видео возможностей. Так что будем смотреть, что покажут тесты. Для повседневных задач отлично. Игры супер. Эти анимашки, которые я показал, это только на 4К. То есть, если вы пользуетесь им вот так вот здесь. То есть, у меня сейчас, по сути, вот вы, чтобы понимали, насколько видюха будет грузиться, у меня здесь работает монитор на 2К, 2560 на 1600. 2К монитор, один. Здесь 4К монитор, 2. И при этом еще здесь грузится игра в 4К, и при этом у меня еще открыто много, так сказать, программ. Видюха будет грузиться. На оперативе от этого как-то не холодно, не жарко. Как я понял, она вообще как-то не особо хочет приседать и страдать от этого. Вот. Так что результат очень хороший. За такие деньги, сколько нам стоит, 1139 минималки. Насчет того, брать вам 256 или 512, я пока не понял. По-моему, как бы 256 может быть достаточно. Я взял на 512, потому что мужик, который возит их из Германии, у него были только 512. Ну, я такой, ну ладно, переплачу 100 евро и будет у меня 512. Вот и все. В других случаях переплата там сколько получается? 1139, 1409. Исключительно зависит от ваших нужд, потому что мне, как человеку с монитором и с хабом, сразу там этих сколько портов, там USB и всего, я бы мог просто подключать внешний SSD и особо не париться. Если вы используете много программ для своих задач, то, конечно, наверное, стоит брать 512 хотя бы. Ждите подробного обзора на него. И, блин, у меня голос охрип нахер. Столько трындеть. У меня реально голос охрип. Ну, вы слышите, да? Я сейчас умру, я как этот Жарахов охрип, кто помнит, да, я старый, да, вы чего, нет. В общем, вердикт. Для программирования пока нет. Видео, да. Игры. Чуть-чуть подождать. Фото, пожалуйста. Просто как печатная машинка или как калькулятор вообще вот идеально. Лучше не найти. Сказать плохое могу только вот про то, что с 4К монитором, если играть в 4К, то анимашки уже так. Но, как говорится, то же самое будет и на прошке 13 дюймов, которые там будут терабайт и 16 оперативы, потому что оператива на это не влияет. И то же самое будет на Mac Mini, так что ничего вы не теряете, покупая Air. Совершенно ничего. Я не вижу смысла, честно говоря, брать прошку. Я сейчас ставлю видео. Alright, for those of you wondering what the fan on the M1 MacBook Pro sounds like, because all the other YouTubers are saying it's so hard to get the fans to kick in, and when they do, they're silent. And yeah, it is fairly challenging to get the fans running in regular use. Even in video editing, the fan usually doesn't kick on all that much, and if it does, it's very silent. But using TG Pro here, you can control your fan system. So I'm gonna go ahead and hit max, and you'll hear what it sounds like. So yep, that's running at, not sure if you can see there, it's running at 7,200 and around there. Вот парень запустил прошку максимальной вентилируемой состоянии. То есть там получается 7000, сколько там, 7200 оборотов, да? Здесь такого не будет никогда. Мне кажется, это серьезный аргумент, потому что когда ты пользуешься ноутбуком как телефоном, у тебя не парит, что у тебя там что-то... Куда ты его ставишь, потому что что-то там не будет вентилироваться. Вот это все проблемы. Как ты там в воздух идешь, что-то куда что-то подставлять. Тебя не волнует. Ты его поставил куда хочешь, на коленке, на ноги, на голову, хоть вообще. Ему безразлично. Он как телефон. Это же прекрасно. Да, он тротлит, я не буду отрицать. Он тротлит там, ну, до 15%. Окей. Прошка будет на долгих задачах, конечно, мощнее. Но настолько ли принципиальна эта разница, когда у тебя нет вентилятора? Я не могу представить, чтобы ноутбук, по сути, с пассивным охлаждением или вообще практически с отсутствием охлаждения так хорошо себя вел, так хорошо работал. Его мне для моих задач хватит вот так, я в этом 100% уверен. Для работы, для игр, возможно, да, в Warcraft можно поиграть, почему нет?
для видео вот этого, которое я записываю, монтировать, я буду тоже на нем. Он в целом заменил мне вот эти все ящики, там, всякие миники. По сути, мне сейчас нужен только вот этот малыш, который весит 1,2 килограмма, сколько-то там, и монитор, за которым я раскладываю 4 окна и работаю спокойно, и как бы вообще не думаю ни о чем. Насчет маркости. Да, за день, если посмотреть на солнце, вот этот трекпад уже, так сказать, видно, что покрылся отпечатками. Такого не было бы на сером, наверное, но при этом этот как-то более так солидно выглядит и очень даже прикольно. Я стараюсь говорить правду, потому что мне за это никто не платит. Мне не платит Apple, мне не платят магазины, мне не платит даже тот чел, который покупает в Германии эти ноутбуки. Поэтому я с вами максимально откровенен, и вы увидели минусы в этом обзоре. Также есть такой минусик, вот, ну, часто встречающийся. Часто. Если я его сейчас открою, все умрет. Поначалу, вот, видно, да? Вот, все видно. Как бы ничего не предвещало беды. Он сюда просто перекинул рабочий стол. Все окей, теперь я работаю здесь, он закрыт, проблем нет. Но если я захочу его открыть... Вау, тебе в этот раз повезло, парень. Короче, в прошлый раз, когда я его открыл, у меня был просто черный экран. И мне пришлось его вытыкать, что-то там перезагружать чуть ли. В общем, вот такие проблемы есть. В этот раз все хорошо. Чтобы увидеть новые ролики конкретно по этому MacBook'у, по этому монитору, у меня еще что показать, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. До свидания.